Добрый день, меня зовут Максим, компания MyWebster. Сегодня я расскажу вам про наше приложение конструктор отчетов дашбордов Google Data Studio. Для чего это приложение, этот коннектор нужен? Для того, чтобы передать данные из Bittrex24 в систему построения дашбордов Google Data Studio. Вот такие вот отчеты вы сможете строить на примере нашей складной аналитики. Я вам покажу, да, что здесь можно тянуть отдельно лиды, отдельно сделки. Можно сюда же выводить, например, сеансы, как в данном случае выведены данные с Google аналитики. И там способов визуализации очень много. Все это интерактивно, естественно, да, то есть вы можете менять, задавать свои интервалы какие-то и так далее. Рассчитывать какие-то показатели. В общем, функций много, отчет сможете посмотреть. Он прикреплен к лендингу нашему. Можно его будет поизучать. Вот. Давайте попробуем сделать сначала небольшую какую-то маленькую таблицу, маленькие отчетики, чтобы вы начали с чем-то работать, а дальше уже сможете делать это самостоятельно. Вот. После установки приложения в ваш портал у вас появится вот такая ссылка «Конструктор отчетов и дашбордов». Перейдете в него, и вот наше приложение откроется у вас. Здесь будет токен, который сообщать никому не нужно. Зная токен, можно получить данные. Вот, ссылка на коннектор и дополнительные настройки. Для того, чтобы можно было тянуть данные не по дате создания, а, скажем, по дате закрытия сделки. В общем, варьировать даты, по которым вытягивать данные из Bittrex24. Нажимая на ссылку на коннектор, вы переходите к созданию самого коннектора между Bittrex и Google Data Studio. Если вы это делаете первый раз, то Google Data Studio запросит у вас доступ, который нужно будет подтвердить. Вот конкретно под аккаунт конкретный, да, какой-то этот доступ подтверждается. Страшного в этом ничего нет. С данными мы с вашими не работаем, мы их никаким образом не получаем. Работаем по тем методам, которые сам Google рекомендует использовать. Поэтому здесь безопасность ваших данных остается на стороне у Google. Вот сюда нужно вставить будет ваш токен. Выбрать нужно тот объект данных, который вы хотите тянуть из Bittrex. Их достаточно много. Например, мы сегодня с вами вытянем лиды. Вот. Если вдруг вам нужно будет тянуть, изначально вот он сейчас будет тянуть лиды по дате создания, если вам нужно тянуть лиды по какой-то другой дате, то вот здесь вот вы можете выбрать дату, по которой вам нужно вытянуть лиды, и добавить ее вот в это поле, да, например, по дате закрытия. Но сейчас мы будем тянуть их по дате, просто по дате создания. Жмете «Связать», и вот появляется первый ваш коннектор данных. Вы это вот поля уже, как вы видите, все из Bittrex подтянулись. Вы жмете «Создать отчет», и вас Google Data Studio переносит на страницу с непосредственно созданием отчета. Добавляем к отчету коннектор. И первая таблица уже, по большому счету, готова. По умолчанию он ставит определенные поля. Здесь вы сами их уже формируете в том виде, в котором вам нужно. Вот видите, title, показатель, он поставил там сумму lead ID. Можно, например, opportunity lead взять, тащить в показатели, и вот он вам будет показывать стоимость, которая указана во всех лидах. Если же она указана, ну, в данном случае, видите, по 1000 рублей она указана у нас везде, ну, в каких-то рядах. Вот вы видите, что это здесь указано 1000 рублей, тут указано 1000 рублей. Если вы хотите, чтобы здесь было написано не opportunity, а как-то так по-нормальному, да, там, например, вы можете здесь же переименовать их. Сумма в рядах, например. Вот, и у вас уже
появилось человеческое название. Значит, очень все просто. Вот эта таблица. Если вы хотите какой-то другой визуал, вы его выбираете вот здесь. В интернете очень много информации по тому, как работает Data Studio. Например, давайте вот выведем сюда диаграммку и построим ее, например, по источникам. Source ID возьмем. Не UTM, да, сейчас мы говорим, потому что говорим по классически стандартный источник Source ID. Вот. И как посчитать количество лидов, например. Самый простой и частый вопрос, который возникает, это очень просто. Нужно взять айдишники и посчитать их количество. Вот здесь вот вы задаете в параметре, что вы считаете, сумму или количество. В данном случае вот я взял количество, и вот сейчас диаграмма построится, да, что 50% у нас неизвестно, 16% веб-сайт, 16% реклама, 16% выставка. Абсолютная величина здесь выводится очень просто. Вы уходите в стиле и настраиваете там, параметр, который вам нужно отображать. Это будет значение параметров там, или процентная величина. Вот видите, здесь указывается процент, ярлык, значение. Например, вот значение. Вот мы видим, что 3 у нас без источника, 1, 1, 1 по источникам. Таким вот образом. Очень частый вопрос сразу же возникает, те, кто начинают работать только в Data Studio, что вот у меня очень много лидов, а вытянулось всего лишь, как вы видите, здесь 1, 2, 3, здесь 3, 6. Где остальные? Data Studio тянет изначально по дате создания. Дата создания и интервал времени это 30 последних дней. Для того, чтобы получить все лиды, вам нужно вывести диапазон дат и указать ему какой-то там свой параметр, например, там, с 1 августа по там, 31 октября. И вот сейчас он вытянет их все. Вот таким вот образом можно тянуть лиды большее количество. Другой вариант, который тоже приемлем, в принципе, если вам нужно стандартный какой-то интервал времени всегда, то вы для конкретного отчета выставляете диапазон дат по умолчанию специальный и ставите какой-то интервал. Вот. Все это можно и нужно изучать. Безусловно, это интересный инструмент, который позволит вам строить очень много интересных и хороших и полезных отчетов. Вот. Если будут какие-то вопросы по нашему коннектору, обращайтесь. Мы будем стараться сейчас записывать больше видео, которые помогут вам в построении ваших отчетов. Если вдруг нет времени или желания и знания строить отчеты самостоятельно, то можете всегда заказывать у нас. Присылайте какой-то шаблон, хоть в Excel, да, там нарисованный вашего отчета, мы его прочитаем и с удовольствием вам построим. Спасибо большое. До свидания.